Дорогие друзья, мы уже почти что неделю на съемках в Татарстане и страшно соскучились по плову. А у нас тут как раз казан стоит вот на кухне. Соскучились по плову и операторы, и я. И я решил воспользоваться этим моментом и приготовить сегодня плов. Такой вот очень простой плов, который каждый практически себе может позволить. Единственное, на чем я отказываюсь экономить, это на масле. Я взял 2 пачки риса. Вот в обычном супермаркете, здесь вот мы в селе находимся, даже не в райцентре. Вот там есть супермаркет, я проехал туда, купил там 2 пачки риса. И купил 2 бутылки масла. На самом деле, значит, 2 пачки риса, это там, не помню, они не то по 800 грамм были, не то по 900, неважно. А вот масло я возьму 650 миллилитров. В каждой бутылке пол-литра, значит, из одной. Вот так вот. Теперь надо подождать, пока это масло разогреется аж до дымка. И потом начнем жарить не мясо, нет. Сегодня плов у нас будет без мяса. Сегодня у нас плов будет вот с такими куриными ножками, с барабанными палочками. И я вас уверяю, это будет очень вкусно и будет очень аппетитно выглядеть, очень красиво. Подождем, пока масло разогреется. И вот еще о чем я хотел бы поговорить. Взял я порядочное такое количество масла, если здесь риса всего-то там, может, кило 600, может, кило 800, но я масла взял много, 650 миллилитров. Многие сказали бы, хватит и 500 миллилитров, и 450. Но дело в том, что я взял пропаренный рис. Пропаренный рис, о котором умники говорят, что нет, из пропаренного риса плов совсем не такой. Из пропаренного риса плов получается вот такой. Самые дорогие сорта узбекского риса, как Дастар Сарых, там, не знаю, Дастар Чунгара, они тоже, по сути дела, пропаренные. Просто это делается дедовскими методами в течение 3 лет. Пропаривание риса в фабричных условиях дает точно такой же результат. И рис после этого можно варить дольше. Он увеличивается в размерах больше. Он меньше выпускает из себя крахмала, но то, что он больше увеличивается в размерах, требует, соответственно, и зирвака больше. Понимаете? Вкуса зирвака должно быть больше. Не его объем в литраже, а вкуса зирвака должно быть больше. И должно быть больше масла. Потому что в плове каждое рисовое зернышко должно быть покрыто капелькой масла. И вот, чтобы масла хватило, нужно брать 650 миллилитров. А если положить, как обычно, так экономненько, да, там мясо поменьше, масло поменьше, то, соответственно, и плов у вас тоже получится и сухой, и вот рис не такой вкусный. То есть этот рис просто-напросто готов впитать в себя гораздо больше вкуса, чем любой другой. Масло задымелось, я подкинул еще несколько поленьев, потому что хочу обжарить ножки прям вот до румяного цвета. Чтобы достичь необходимого результата, я буду опускать одновременно, максимум тут по 6-7 ножек, не больше. Так, чтобы они практически утонули в масле. Видите как? Обжариваем, можно сказать, во фритюре до золотистого цвета. Чтобы они потом красиво лежали в блюде и чтобы были ароматными и аппетитными. Вот все ножки обжарились, знаете, до такого, до золотистого цвета. Это, конечно, не любимый ваш KFC, да, но именно так, как хотелось бы для плова. И пока они жарились в масле, пока они купались в масле, солить их было бесполезно. А вот теперь там из них еще будет продолжать выделяться влага и, так, представляю чуть-чуть. Не беспокойтесь, это соли немного совсем. Они должны постоять, чуть просолиться, потому что самое худшее, что можно сделать с куриными ножками, это подать их пресными, не солеными. Понимаете? Вкус у нас будет. У нас еще вот молодой чеснок замечательный и лук. Если бы я готовил
плов с мелкими кусочками, то можно сказать, что вот сейчас все начинается. Но поскольку надо было вот обжарить курочку, и можно было бы, желательно было бы еще, может быть, покраснее сделать, да? Ну, вот как получилось. Теперь лук, и мы при помощи этого лука должны как следует ароматизировать масло, пожарить лук до красного цвета. Вперед! И вот запахло Узбекистаном, запахло узбекской кухней. Лук можно пожарить по-разному, можно пожарить вот так, чуть прозрачный будет, да, и плов получится беленький-беленький. Можно пожарить до золотистого цвета. Если говорить в градусах, можно пожарить лук, нагреть вот этот лук с маслом вместе до 110 градусов. Масло было раскалено, там, не знаю, 180-200. Опустили холодный лук. И температура, поскольку вот сейчас там есть влага испаряется, это забирает очень много энергии, температура масла здесь сейчас 104-108 градусов, не больше. Ну, можно пожарить там нагрев до 115 градусов. Можно пожарить нагрев до 130, это уже вот такой будет прям золотистый. И если пожарить, нагреть этот лук до 150 градусов, вот он получится уже темно-темно-красный. Зато потом доливаешь туда воду, и вот эта краска, вот эта темно-красная, почти что черная краска, растворяется в воде, и рис получается, о удивление, не черный и не красный, а как раз золотистый. Понимаете? Давайте проверим. Чтобы лук пожарился, конечно, хорошо. Вот, бросать большие поленья бесполезно. Вот одно полено, расколотое на 5-6 щепок, даст гораздо больше жара, чем если мы положим сейчас сюда 3 больших полена. Эти 3 больших полена, наоборот, еще все тепло от очага заберут и перекроют. Вот там угли, они хорошо горят, как следует, они дают мощный жар. И перекроют этот мощный жар от угля не дает свет, не светит на дно казана, и все, ничего не получается. А вот сейчас эти щепки вспыхнут, погорят 5-6 минут, за это время как раз лук станет таким, как надо, и мы опустим морковочку. Значит, морковку порезали еще вчера. Зачем? Почему не свежая морковка? Да она вот, видите, какая она стала, она вот такая завялилась. Ее можно, если морковка слишком сочная, бывает такая, да, ее начинаешь жарить, и она превращается в кашу в плове. Поэтому я выбираю всегда такую, можно сказать, старую, очень зрелую, очень хорошо поспелую морковь. Она такая более деревянистая, понимаете, практически как дерево. Но если вот морковь молодая, то ничего страшного, можно порезать, расстелить на столе ткань чистую, там полотенце кухонное, положить, и пусть полежит несколько часов, пока морковь не подсохнет. И вот эта подсохшая морковь будет вести себя в казане гораздо лучше. Она будет себя вести, да, практически как желтая морковь. К слову говоря, вот когда готовят большие пловы в Узбекистане на свадьбу, где там надо приготовить, может быть, 200 килограмм риса, соответственно, 200 килограмм моркови. Знаете, как происходит нарезка моркови? Да собираются мужики, вот знакомые, у кого свадьба там будет, да, кто-то сына женит, значит, вот его друзья соберутся, кто-то там обрезание мальчику делает, там тоже по этому случаю устраивается целая свадьба, приглашают молодой этот парень, там молодой отец зовет своих друзей, своих кентов, и они садятся вот так вокруг и начинают резать морковку. Кто-нибудь обычно в это время идет готовить небольшой плов. Но большой плов будет готовиться завтра из морковки, которую нарезали вчера. Понимаете? И один из секретов хорошего вкуса свадебного плова, подойдите скорее, посмотрите на этот лук. Подойдите, посмотрите, какой он цвет получился. Если какой-нибудь ишак, если какой-нибудь болван скажет мне, что это горелый лук, сразу бан. Это правильно пожаренный лук. Запоминайте, учитесь. Вот теперь морковочку и... Есть 2 способа закладки морковки. Можно ее положить там, когда там у тебя обжарился лук, мясо, и поверх всего положил там немного воды и накрыл крышкой.
Воды немного, зирвака немного. А можно пожарить всю морковку. Ее здесь очень немало, видите, да, сколько моркови? Значит, можно пожарить всю морковку, чтобы морковка подружилась с маслом, чтобы она отдала маслу кое-какой вкус. И это даст более насыщенный луково-морковный вкус плову. Будет хорошо. Значит, а вот дрова я больше подкладывать не буду. Мне пока что этих дров, которые там есть, достаточно, потому что опустили морковь, и уже нагрев под казаном можно сбавлять. Сейчас морковь начнет пускать свой сок. Здесь есть масло. Сейчас морковь начнет выдавать свой сок. Здесь есть масло. И там, где есть пар и масло, зира работает лучше всего. Но зира здесь, какая есть, ту и насыпали. К слову говоря, кто-то мне пишет там: фу, не нравится мне зира. Ну, что ты фукаешь? Ну, не нравится, не ешь. Не нравится, как пахнет лук, когда его режут. Отойди, не нюхай. Не нравится зира, ну, готовь без зиры. К слову, это нормально тоже. Вот в Хорезме готовят плов, ну, там, правда, особый плов готовят. Я показывал на канале. Хорезмский сюзма плов, посмотрите. Значит, его готовят вообще без зиры. Почему так произошло? Да не потому, что там в Хорезме зиру не любят. Или, видимо, исторически сложилось так, что зира почему-то туда не доходила. Потому что если бы была зира в изобильном количестве, то клали бы зиру. Я кладу, мне нравится. Кому не нравится, ну, ради бога, и не клади, но и не фукай, и не бекай, глядя на то, что я готовлю. Потому что то, что я готовлю, ребята, ну, давайте, я не буду ложно скромничать. Это, как правило, очень вкусно. Это вкусно. Даже если не я готовлю, а если просто кто готовит по моим рецептам подробно, не умничая, вот просто повторяя, получается вкусно. А если кто-то вникает в эти рецепты и понимает мои объяснения, почему надо делать так, то он учится готовить не только плов. Он учится готовить и массу других блюд. Понимаете? Десятки блюд готовятся по тому же самому принципу. Лук жарится одинаково, коренья, там, морковка жарится одинаково. Вот с этой обжаркой там, этих курочек. Хотите, скажу, как теперь их сделать вот румяными? Вот они сейчас постоят, да? Чуть-чуть в них тепло разойдется. Их, если еще раз сейчас опускать повторно в горячее масло понемножку, они покраснеют моментально. Надо только решить, надо ли нам это или нет. А можно поставить духовку сейчас, сильно раскаленную духовку, тоже покраснеют. Но у меня на эти ножки другой план. Хочу показать вам, какой получилась морковь. Видите, она вот мягкая, и она практически вся укладывается в масло. Понимаете, да? Не надо ее еще сильнее жарить. Все, достаточно. Мягкое стало, утрамбовывается, все в порядке. Доливайте воду и воды столько, чтобы вся морковь погрузилась в эту воду. Ну, сейчас это кипение пройдет. Можно, кстати говоря, задвижку прикрыть, чтобы кислород туда не сильно-то, не очень-то. И все. Вот это вот зирвак, не зирвак, пусть покипит минут 30-40. И потом мы будем с вами искать вот этот вот сильно обжаренный, потемневший лук. Будем искать, где он, и будем удивляться, какого прекрасного цвета получился зирвак, сам бульон. Зирвак — это две фракции. Жир сверху, бульон снизу. Да? Вот бульон должен получиться красивым, красного цвета. И чтобы этот бульон получился ароматным, все-таки курица требует какого-то дополнительного яркого вкуса. Чесночок. Чесночок. Прям вот туда, прям под масло. Целыми головками. Те, кто спрашивают, зачем, разве нельзя почистить, не знают, они просто не знают пока. Их надо пожалеть, потому что они пока не знают, каким вкусным получается чеснок. Его выдавливаешь из вот этот зубчик чеснока из головки, смешиваешь с рисом, кушаешь. Так вкусно. Через 30-40 минут еще раз понадобится кипяток.
еще раз понадобится кипяток для того, чтобы заливать рис. Но про рис мы должны поговорить с вами еще отдельно. Зирвак кипит уже 30 минут, и самое время помыть и опустить рис. Вот с помывкой риса, наверное, тоже придется как-то людям объяснять, потому что многие говорят, что у меня рис раскрошился. Я не знаю, как он у вас крошится. Рис, замоченный рис, может раскрошиться только в случае, если его как-то совсем уж неправильно мыть. Да, на самом деле замоченный рис, и вот если с него слить воду, постоит, он становится хрупким. В нем прям видны становятся трещины. Но если его аккуратно мыть и не вынимать из воды до тех пор, пока не заложим его уже непосредственно в казан. То есть замоченный рис должен оставаться влажным. Это прежде всего. Во-вторых, посмотрите, я нежно-нежно приподнимаю его пальцами. Я его не тру между ладонями. Однажды в одном ресторане попросили приготовить плов и попросил молодого парня помой рис. Но он принес мне рисовую сечку в итоге. Спросил, как тебе это удалось? Отличный басмати был. Он говорит, ну я вот так вот тер его, и вот он покрошился. Прям вот весь сплошь, ни одного целого рисового зерна. И, кстати говоря, промывать рис лучше в теплой воде. Вот сколько рука терпит, 40 градусов, 50 градусов, да? Для того, чтобы, когда мы его заложим в казан, он как можно быстрее нагрелся, чтобы он как можно быстрее закипел, потому что при температуре там, между 72 и 84 градусами из крахмала активно образуется клейстер. Да? Ну, для образования клейстера еще и время надо, поэтому чем быстрее мы проскочим эту температуру, тем меньше клейстера и образуется. Вот и все. Промываем рис до тех пор, пока с него не потечет прозрачная вода. Хочу сказать, что пропаренный рис, да, отдает гораздо меньше крахмала. Понимаете, в нем крахмал уже там запрятан глубоко-глубоко. Поменяю миску, чтобы было просторнее. И вот этот пропаренный рис, ну его уж обязательно надо замачивать. Значит, есть страны, для которых рис вообще очень важен. Например, Индия, Пакистан. Самый популярный сорт риса там это басмати. Но не просто басмати, а сорт, который так называется 1121. Он очень длинный. Ну, как вот у нас там были сорт Узрос-7 там и так далее. Вот Лазарь назвали какой-то рис. Видимо, этот рис тоже относительно недавно селекционеры вывели и назвали его 1121. Так вот, если вам попадется такой рис 1121, купите его. А потом, если вам попадется рис 1121, на котором будет написано «Села», купите его тем более. И попробуйте, приготовьте его. Лучше риса вы не видели. Правда, это не для ферганского типа плова, это для плова сладкого хорошо подходит, для азербайджанских пловов хорошо подходит. Но слово «села», когда оно приписано к 1121, это обозначает то, что рис пропарен. Он стоит дороже, чем обычный 1121. И это делают и продают индусы, для которых рис вообще основа существования. Если мы там рис раз в неделю готовим, то они готовят его практически каждый день, если есть деньги на рис. И в рисе разбираются немножко больше, чем мы. Особенно в его приготовлении, особенно в его обработке. Ну хорошо, давайте по-другому. Вот зачем мне учить вас плохому? Ну, если я скажу вам один раз, и вы попробуете, и скажете, фу, у меня ничего не получилось, плохо, Сталик, старый дурак, мне такая слава ни к чему. Айда к казану. Зирвак в казане отлично кипит. Значит, здесь еще в рисе немного воды осталось, ничего страшного. Но вот так вот шумовочкой равномерно его. Один раз сюда, один раз сюда. И посмотрим, надо ли доливать воду. В принципе, здесь в зирваке воды достаточно много было.
Не торопитесь никогда наливать воду сразу на рис. Вот пусть постоит, и рис сейчас найдет свое место между там морковкой, туда где-то провалится, и наверх выступит часть воды. Поначалу кажется, что воды там как будто мало, а потом он выступает, эта вода, и налил там сверху, ну как учат знатоки, на 2 пальца, да, и оказалось, что вода лишняя. Мы чуть-чуть солили морковку, не очень сильно, так, в полноги. Мы посолили куриные ножки, да, которые соединятся с пловом уже в самый последний момент. Рис требует соли. Я солил его, когда замачивал. Причем солил очень крепко. Но половина соли ушло просто когда мы слили первую воду, потом мы промывали. И там, если 5% или 10% от той соли, которую я насыпал на рис, осталось, это хорошо. Значит, 2 пачки соли, извиняюсь, 2 пачки риса, почти что вот так вот, без горки, 2 ложки соли. Иначе не будет вкусно. Не соленый рис вкусным быть не может. Я не знаю, где кто-то, если любит не соленый рис, ну, пожалуйста, скатертью дорогой. Значит, в плове рис должен быть правильно посолен. Я не тороплюсь добавлять сейчас огонь, потому что о чем мне добавлять огонь? Ну, кипит и кипит, и можно крышечкой накрыть, и этого тепла хватит, чтобы весь рис закипел. А потом мы посмотрим, как там себя ведет рис, как он себя чувствует, и, может быть, дольем немного воды. Перелив воды вот в самом начале, когда только опустили рис, самая распространенная ошибка, но и другая есть тоже распространенная ошибка, к сожалению, среди поваров, которые называют себя профессионалами. Они льют воду мало, у них, значит, потом рис получается такими резиновыми пульками. Запомните этот термин. Я хочу ввести его в оборот, чтобы резиновые пульки вместо риса люди говорили в таких случаях. Это тоже неправильно. Рис должен сварен быть достаточно мягко. Он не должен разваливаться. Он должен сохранять форму, но при этом напитать себя как можно больше зирвака. Не долить воды и оставить рис живым, и он потом вот так вот сыпется, вот как дробь. Для этого большого ума не надо. Большой ум необходим вот здесь, вот сейчас. Рассчитать точное количество воды, чтобы рис получился и рассыпчатым, и при этом мягким, и при этом напоенный вкусом зирвака. А так, ну там ему мало дали, этого, воду там понюхать чуть-чуть только дали, и он остался вот такой вот. Потом его еще в масле искупают. Это такой ташкентский метод. Халтурный метод, между прочим. Искупают рис в масле, и он, конечно, становится рассыпчатым. И вот потом подают весь этот рис. Да ладно бы в масле, это же масло они тоже используют там по несколько раз. Потому что наливают ведро масла на казан плова. Ну, ладно, так и быть. Закину одно полено, и здесь вот есть у меня щепки заготовленные. Наверняка найдутся люди, которые читали мои книги и сейчас начнут упрекать меня в том, что я противоречу сам себе. Потому что в рецепте ферганского плова я учил, что в этот момент нужно сделать огонь как можно больше и так далее. Да, там внизу ферганского плова и косточки обжаренные там с мясом, да, и много мяса, и потом слой моркови и так далее. Это другой плов. Там нужно, чтобы тепло прошло сквозь вот это вот мясо, да, кипящая вода, чтобы вскипела, забурлила, прошло сквозь мясо и прошла и нагрела рис. Здесь другой у нас плов. Здесь у нас только слой морковки и лука, продуктов, которые охотно пригорят. Особенно если еще и рис туда вниз опустить, если взять, перемешать сейчас все, ну как делает шоумен Костя Ивлев, да, тогда, конечно, и рис еще тоже пригорит. Рис тоже крахмалистое вещество. Крахмал, белки, все это охотно пригорает. Имейте в виду. Поэтому сейчас нам торопиться некуда. За этот рис я спокоен абсолютно. Но вижу, что можно немного воды налить. Идемте, покажу.
Как видно, заливаю кипяток. Добавил кипяток, именно кипяток. И сейчас рис начнет впитывать в себя все это, всю эту красоту. И масло у нас выступило на поверхность риса. Это очень хорошо, потому что это масло сейчас ароматизированное жареным луком, ароматизированное курочку там еще сначала жарили. Масло еще помнит запах курочки вот этой, лук жареный, морковь жареная. Здесь очень хорошо пахнет пловом. И это масло, пахнущее пловом, должно охватить рис, обнять рис, покрыть каждое рисовое зернышко. Подождем минут 20, я думаю, уйдет на то, чтобы выкипела вода. Здесь происходит одновременно два процесса. С одной стороны вода выкипает, с другой стороны она впитывается в рис. Уравнение с двумя неизвестными, математическое. Много воды налил, значит, нужно прибавить огня, но как бы потом там снизу не пригорело, да? Налил воды в меру, значит, не надо слишком сильного огня. Вот он вот кипит, все, рис сейчас варится, все. Что такое вообще приготовление риса? Ну, я это уже много раз говорил, но каждый раз новые люди приходят. И в любом случае, повторение – мать учения. Просто нагревать рис можно сколько угодно. Вот в печку его положи, там вот тазик риса сухого. И он пусть там печется сколько хочешь. Он каким был, таким и останется, хрустящим. Съесть его невозможно. Рис готовится исключительно в присутствии влаги, будучи погруженным во влагу и будучи нагретым. Метод приготовления риса на пару, вот попробуйте, возьмите мантышницу, положите там марлю, насыпьте рис, поставьте на пар. 30 минут будет стоять на пару, и рис останется, ну, может быть, на треть приготовленным будет. То есть близко даже еще не приготовлен. Может быть, час, может быть, полтора надо готовить его, чтобы он приготовился исключительно на пару, не соприкасаясь с водой. Запомнили это? А в воде, если просто в воде его варить, самый хороший рис варится за 12 минут. Но удивительно, значит, это еще требует какого-то научного объяснения, что в плове обычно рис варится от 15 до, может быть, там 25-30 минут. Понимаете? Вот так вот, в зирваке. И при этом не переваривается. Послушайте вот этот звук. Глухой звук. Значит, здесь вот то, что кипит, это масло кипит. Но кипит слишком сильно, поэтому я уберу даже остатки угля. Понимаете ли, сама-то печка нагрета как следует. И вот эта чугунная плита, которая обнимает казан, тоже очень горячая. И этого тепла прямо вот более чем достаточно для того, чтобы плов постоял на пару и доготовился. Смысл этого стояния в том, что сейчас рис должен нагреться до 102 градусов. Пока там была вода, рис нагреться до такой температуры не мог. А сейчас надо нагреть его до 102 градусов. И там клейстер какой-то, хочешь не хочешь, образовался все равно между рисовыми зернышками-то. Крахмал из любого риса, хочешь не хочешь, выходит. Больше или меньше. Ребята, ну сейчас скажут, вот он опять пропихивает свои книги. Да не надо, не покупайте мои книги. Но в книжке «Казан. Кулинарный самоучитель» я нарисовал подробный чертеж, подробную схему, как должен быть устроен кирпичный очаг под казаном. И вот мой очаг, который у меня дома, он работает прямо идеально, идеальнейше. Все, ну, по крайней мере, сейчас уже, здесь уже ничего не пристает. Понимаете, говорит, у меня пригорело. Ну что ж ты, вот нельзя приподнять, что ли, рис и посмотреть, пригорело или не пригорело. В крайнем случае, даже вот сейчас на этом этапе такие пловы, но это не послойный там самаркандский плов, да, это как ну, типа ферганского почти что плова.
приподняли, да, можно перемешать, ничего страшного. Вот это вот, который уже, рис уже прихватывается, да, его наверх. Сюда другой слой риса. А теперь все. Разравниваем. И самое время вспомнить про куриные ножки. Попробую немного риса. Попробую. В самой середине чуточку аль денте. Ну, сразу вам скажу, что рис далеко не шедевральный. Очень. Давай сюда, не стесняйся. Хватит. Не стесняйся. Да, проходи сюда. Познакомься, Павел помогает мне по фотографии. Ставь прямо наверх. Прямо на рис ставь. Ну, можно было бы не подогревать, но мы подогрели эти ножки немножко в духовке. Они у нас там постояли. И я накрываю плов крышкой минут на 35-40. Надеюсь, что все будет хорошо, по крайней мере, съедобно. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalik.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем. И при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталик Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталик Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Что за фокус с ножками? Зачем их вот положили поверх риса, да еще и вот в посудинке? Во-первых, посудина чистая, что сверху, что снизу, одинаково чистая. Во-вторых, в ножках все-таки еще есть какая-то сочность в куриных ножках. Если я положу эти ножки прямо на рис чрезвычайно гигроскопичный продукт.
пока он нагретый, он хочет в себя всасывать влагу до тех пор, пока вообще вот там рис не превращается в один сплошной комок такого вот клейстера. Если бы я уложил поверх риса эти ножки, то ножки бы пересохли, рис разварился. Сейчас ножки хорошо дойдут. А что мешало оставить ножки в зирваке? Ну, это же вот цыплячки ножки, они переготовились. Там уже потом берешь косточку, все упало. Да? Блогеры скажут: о, как хорошо я приготовил ножки. На самом деле это плохо приготовленные ножки. И кроме того, в ножке очень много соединительных тканей, даже в цыплячьи ножки. Если ее вот готовить вместе с зирваком, то получится такой недохолодец, но все, что необходимо для того, чтобы рис получился липким. Понятно, да? То есть вот такой фокус. Я не говорю, что это единственный правильный метод. Я не говорю, что где-то там традиционно так готовят. Я сегодня решил приготовить так, для того, чтобы и ножки получились такие, чтобы вот их откусить и пожевать было. Понимаете, вот они пожарились там, каждая партия ножек 10-15 минут, сейчас их там 5 минут подогревали в духовке, чтобы не холодные в казан, чтобы не остудить рис. И вот сейчас они на пару постоят еще минут там 30. Там наверху риса температура 105 градусов максимум будет. То есть просто ножки стоят и доходят. И ножки получатся хорошими, и рис, давайте, ладно, не будем забегать вперед. Что получится, то получится. Все честно покажу. С меня корона не упадет. Я приготовил около сотни великолепных пловов на моем канале. Это самые разные пловы. Это не один вид плова. Это несколько десятков рецептов со всего мира. Посмотрите, и на мою жизнь хватит даже этих пловов. А это плов из того, что продают в сельпо. Прошло, не знаю, там 30 минут, 35 минут. В общем-то, достаточно для того, чтобы достоялся рис. Ножки. Перемешать. Правильно разрыхлить и правильно перемешать плов. Значит, давайте прямо буду говорить. Это далеко не на пятерочку результат. Это результат такой, из того, что было, да? Потому что хороший плов, это прежде всего начинается. Я говорил об этом. У меня есть ролик, который там, не знаю, 13 миллионов человек посмотрело, что ли, про плов на живом огне, да? И я говорю, что хороший плов начинается вон там, на базаре. Пошел, выбрал хорошее мясо, хороший рис, хороший курдюк, да? Вот еще раз, что это плов из того, что было, и при этом его не стыдно поесть. Это не тот плов, который готовят комедианты. И здесь нет повода разбивать вот это марокканское блюдо. Понимаете? Сейчас мы все вот сядем вокруг этого блюда и с большим аппетитом поедим. Хорошо? Договорились? Значит, рис пропаренный тоже разный бывает. Мне попадался пропаренный вот такой вот в пачке, там, не знаю, там совсем недорого стоил, и он был прямо идеальный. Этот далеко до идеала. Меня часто спрашивают люди, из Германии же нас много смотрят, потому что наших, так сказать, русских немцев там живет ого сколько. И часто люди спрашивают, какой рис в Германии. Я был в Германии у сестры, плов захотели, вот увидели рис под названием «Идеал», на полках стоял. Я говорю про Германию. Купили его, боже мой, идеальнейший был. Но этот надо было, как я говорил вам, да, как повара из так себе ресторанов готовят, сильно не надо было не доваривать, но ножки. Вот ножки теперь
поверхность каждая. Одна ножка на одного едока. Руки у меня чистые, душа чистая, сердце горячее, голова холодная. Это худший плов, который я приготовил в своей жизни. По крайней мере, в публичной своей жизни. За всю свою карьеру кулинарную. Это худший. Он выглядит, по крайней мере, вот так, как худший. Каков он на вкус, вам завтра расскажут мои операторы. Так, эту руку облизывал, да? Хорошо. Значит, вот тогда левой рукой чесночок сверху. Еще полголовки. А там еще много плова. Еще хватит и на потом. Так что приятного аппетита, дорогие друзья. Вы меня не сглазите. Не сглазите никогда.